Привет! Примерно месяц назад на моем канале выходил обзор на довольно необычные наушники Feel CG Pro, которые мне очень понравились как по качеству звучания, так и по всем остальным параметрам. Ну а в сегодняшнем видео речь пойдет про их упрощенную версию, которая лишена функций активного шумоподавления и прозрачности, а также имеет немного иное звучание. Итак, как ты уже понял из названия, в этом видео я расскажу про наушники Feel CG. Несмотря на то, что обычную версию Cigar Guitar по некоторым моментам упростили, их внешний вид и дизайн в целом, а также великолепная подача остались такими же. Большая черная коробка, вмещающая в себя металлический футляр с наушниками в виде гитарного кейса, все так же выглядит бомбезно. На этот раз производитель сменил матовую крышку кейса на глянцевый лакированный металл, что выглядит, конечно, эффектно, но уже не так практично. Отпечатки пальцев такое решение собирает просто на ура. В принципе, если касаться только внешнего вида, то здесь у нас минимальное количество отличий. Самое основное я только что озвучил. Все элементы и их размеры идентичны таковым в старшей модели. Спереди находится разъем для зарядки по проводу и световой индикатор состояния. В упрощенной версии интерфейс беспроводного пополнения энергии отсутствует. Петля пластиковая со встроенным в нее доводчиком-фиксатором. Подключение наушников к смартфону происходит по открытию крышки кейса. Наушники могут работать как вместе, так и по отдельности, главного в паре нет. В силу того, что звуковые фильтры в данной модели отсутствуют, то из фирменного приложения Feel Plus убраны все разделы с настройками шумоподавления и прозрачности. Программа до сих пор пока только с китайским интерфейсом, но интуитивно понятная. На первой странице можно посмотреть остаток заряда кейса и отдельно каждого из наушников, а на второй сосредоточено все, что связано со звуком. Здесь у нас имеется 10-полосный ручной эквалайзер, 3 основных пресета на звук, плюс 12 заготовленных надстроек под разные стили музыки. И вот здесь мне хотелось бы отметить, что отличие по звуку со старшей моделью слышно очень отчетливо. Я не могу сказать, что Feel CG играют как-то плохо, но разница между ними и версией Pro довольно приличная. В этом моменте мне сразу вспомнились другие две модели этого бренда. Практически идентичные особенности были между наушниками Feel T1XS и Feel T1 Lite, хотя на тот момент в приложении не было таких классных пресетов. В любом случае, получить подходящее именно под себя звучание сейчас стало намного проще, чем это было даже год назад, когда само приложение не давало таких возможностей. Музыкальные надстройки получились очень удачными и позволяют слушать композиции в любом жанре. За передачу звука здесь отвечают 10-мм динамические драйверы, а его кодировку обеспечивает аудиокодек AAC, помимо которого стандартно, разумеется, поддерживается и SBC. Интерфейс подключения и работы со смартфоном Bluetooth модуль версии 5.2. Наушники очень громкие, впрочем, как и любая модель ТВС от Feel. Не каждый сможет слушать музыку в них на максималках. В своем тесте автономности на 100% громкости я получил результат в 5 часов и 44 минуты непрерывного проигрывания музыки. Результат просто великолепный, и сказать здесь больше нечего. Двигаемся дальше и переходим на третью страницу приложения, которая отвечает за основные настройки наушников. Во-первых, здесь можно активировать полноценное управление функциями медиаплеера, ведь как уже сложилось исторически, из коробки активна только плей-пауза и вызов ассистента. После включения верхнего рычага тебе станет доступно управление громкостью и переключение треков прямо с наушников. Вторым пунктом в данном разделе находится переключатель режимов работы с контентом. Для выбора доступны игры, музыка и видео. Игровой режим, как и в старшей модели, здесь рабочий. В моем тесте на популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile интервал по задержке составил 160-200 миллисекунд. С YouTube также проблем не возникло, полет просто отличный. Отставание звука от видео на слух не ощущаешь. Ну а третий рычаг на этой странице активирует функцию работы наушников с двумя устройствами. Да, это не совсем мультипоинт, а некая его производная, но тем не менее даже такой опцией на сегодняшний день обладают далеко не все наушники, особенно в данном ценовом сегменте. Для работы с двумя устройствами, к примеру со смартфоном и планшетом, необходимо поочередно сопрячь наушники с каждым из них, а затем путем удержания пальца на сенсоре в течение 4 секунд можно будет переключаться между девайсами.
Вообще, если говорить о функциональности данных наушников, при этом посмотрев на разницу в цене между обычной версией и Pro, невольно задаешься вопросом, а зачем было так сильно урезать Feel CG? Ведь заплатив всего на 14 баксов дороже, ты получаешь максимально топовое устройство и идти на компромиссы тебе не придется. Тем более, что по моему мнению, микрофоны в старшем брате отрабатывают гораздо лучше. Сейчас я предлагаю тебе послушать и оценить качество работы встроенных микрофонов в наушниках Feel CG. Проверяем работу микрофонов в наушниках Feel CG, в обычных Feel CG. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. Мне сюда начинает задувать ветер с такими порывами мощными. Еду я со скоростью около 70 км в час. Это проспект Мира. Вот таким вот образом отрабатывают шумодавы при таком сценарии использования. Едут машины параллельно, плюс еще шум от дороги, ну и ветер, собственно, как-то так. Ну и по традиции у нас второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум. Она потихонечку набирает обороты, и уже буквально через 5-6 секунд в салоне будет стоять очень сильный шум. Вот такой вот. Данный тест проводится. Ну и примерно как-то так отрабатывают шумодавы в этих наушниках при вот таком сценарии использования. Если ты будешь находиться в каком-то шумном помещении, без ветра, но тем не менее в очень сильно шумном помещении. Как-то так тебя будет слышать собеседник. Но вот так отрабатывают микрофоны в наушниках Feel CG. Это версия не Pro, она без активного шумоподавления и прозрачности. Соответственно, вот так вот отрабатывают микрофоны в таком более-менее тихом, спокойном месте. Это вот Парк Акведука, район ВДНХ, вот там вот нас медведиков выставили, как обычно, уже какой год подряд. Здесь довольно тихо, но при всем при этом можно примерно представить, как тебя будет слышать собеседник вот в таких условиях. А вот так звучат микрофоны в наушниках Feel CG в торговом центре, в самом шумном его месте. Это именно то место, где слушают люди. Здесь всегда много людей. Сегодня еще выходной день. Так что здесь очень-очень сильно шумно, все разговаривают, кушают, ну и, собственно, вот как-то так отрабатывают микрофоны в этих наушниках при вот таких вот условиях обстановки, в такой вот локации. Ну а вот так отрабатывают микрофоны в наушниках Feel CG. Рядом с дорогой сейчас нахожусь, у меня вот здесь на перекрестке проезжают машины, несколько штук, и, в принципе, довольно неплохой ветерочек в лицо задувает. Думаю, по снегу, задувающему мне в лицо, это видно. То есть вот так вот отрабатывают в этих наушниках шумодавы. Если я вот так вот открою шапку, потому что снимать шапку не очень хочется, ввиду наличия таких вот осадков. Ну и подводя сегодня некий итог по данной модели, могу сказать, что в целом эти наушники мне понравились, ровно как и версия Pro, но за одним лишь исключением. Очевидно, что все портит их цена. Как по мне, исходя из имеющихся в них функций, они должны стоить на уровне прошлогодней модели Feel T1 Lite, ну либо чуть-чуть дороже. При небольшом отличии в 1000 рублей смысла покупать упрощенную версию я вообще не вижу. Лучше уж доплатить эту разницу и наслаждаться всеми возможностями. Тем более, что за плюс-минус 4500 рублей или в среднем 60 баксов на рынке есть превосходный вариант в виде Oppo Enco Free второго поколения, где и микрофоны отрабатывают явно лучше и есть активный шумодав с прозрачностью, да и чего уж там, управление в Oppo гораздо удобнее. Надеюсь, что в скором времени цена на эти наушники станет более лояльной, а самое главное, наконец-то появится приложение хотя бы с английским языком. И вот когда это наступит, тогда уже можно будет подумать над покупкой данной модели. Ну а пока, если тебе необходимо великолепное звучание, хорошие ANC фильтры и понравился дизайн этих наушников, то лучше посмотреть в сторону Feel CG Pro. Я до сих пор нахожусь под впечатлением от их бомбезного звучания. Ну что же, вроде бы все, что хотел про эти наушники, я рассказал. Надеюсь, информация была полезной. Спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока-пока.